Всем привет, это канал Шумов Фото, я Шумов Денис, и сегодня я постараюсь ответить на вопрос, как найти клиентов. Нет более правдивого и честного способа ответить на вопрос, как найти клиентов, нежели поставить себя в разные условия с тем человеком, который задает этот вопрос. Можно, конечно, вспомнить свой жизненный путь, уповать на волю случая, случайные знакомства, опыт и другие метафорические истории, но это малоэффективно и вряд ли вам поможет. Я хочу рассказать о том, как я оказался в Дубае с большими стремлениями и надеждами, и с чем я столкнулся здесь. Прежде чем куда-либо лететь, важно понимать свои финансовые возможности, какой у вас есть запас денег и насколько его вообще хватит. Стоимость жизни в Дубае зависит от долгосрочности аренды жилья, места, где вы будете жить, ваших личных предпочтений и запросов, образа жизни, способа передвижения, это покупка авто, либо аренда авто, возможно, это такси или общественный транспорт. Стоимость жизни в Дубае эквивалентна уровню жизни в Москве, умноженного на 2. Исходя из общения с коллегами, мы сошлись на мнении, что для комфортной жизни в Дубае нужно зарабатывать хотя бы 7-8 тысяч долларов на человека. Вы скажете, да ты охренел, а я скажу, как есть. Ребята, важно также понимать, что есть сезонность и цены очень сильно к этому привязаны. Так, например, самый дорогой период длится с октября, когда начинает спадать жара, и до конца апреля, когда становится, опять же, невыносимо жарко. Стоимость активно растет до января, и потом начинается постепенно спадать. Реальные цифры, которые могу вам привести, это аренда однокомнатных апартаментов в районе GVC, это 20 минут езды от Дубай-Марины. Дубай-Марина находится на берегу, это достаточно такое популярное место среди европейцев, среди фрилансеров, коллег наших в том числе. Это в 30 минутах от Бурдж-Халифы, и в середине ноября такое жилье обойдется примерно 8,5 тысяч дирхам. Аренда авто самого простого на месяц обойдется где-то 1600 дирхам. Без авто здесь особо делать нечего, потому что расстояния большие, а перемещения на такси достаточно затратные. Везде будет залог и за апартаменты, и за машину, то есть это в среднем где-то 1500-2000. Также возможны комиссии за аренду жилья при использовании услуг агентств. Минимальный набор продуктов будет сравним с московскими ценами, на что-то даже и дешевле, то есть обольщаться не стоит. Такси здесь стоит примерно 50 дирхам за 20 минут поездки. Есть возможность арендовать такси через Яндекс, он здесь называется Yango, есть Uber и есть местное городское такси, которым я обычно и пользуюсь, то есть оно дешевле всех остальных. Средний чек в кафе и ресторанах также можно смело умножать на 2 по отношению с Москвой. И еще раз повторюсь, что у всех разные запросы, разные возможности, привычки, так что все сказанное стоит пропускать через свои какие-то фильтры. В любом случае, воспринимая поездку в Дубай на долгосрок, рекомендую приезжать сюда либо заранее, перед началом сезона, либо к его окончанию, так как долгосрочная аренда апартаментов и авто будут стоить значительно ниже. А теперь про поиск клиентов. Пока не решены базовые бытовые вопросы, конечно, сложно настроиться на творческий лад и творить какую-то красоту, так что важно максимально быстро закрыть эти бытовые моменты. Важно трезво оценивать свои профессиональные качества и примерно посмотреть на конкурентов, и что они снимают в том месте, куда вы собрались ехать. Конкретно я говорю про, опять же, Дубай. Начинающим фотографам будет очень сложно быстро начать снимать за хорошие деньги, не имея знакомств, рекомендаций и продающего портфолио. То, что вам кажется красиво и дорого-богато, в том же Дубае будет казаться, возможно, блеклым и дешевым. Это я в большей степени говорю про цвет. Здесь любят контрасты во всем, то есть это запахи, цвета, чтобы все было самое большое, самое дорогое. Важно понять специфику рынка и учитывать менталитет. Подпишитесь на всевозможные телеграм-каналы, где есть такая опция, напишите о себе, представьтесь, приложите ссылку на портфолио. Поймите, кто ваша фокус-группа, что вы хотите вообще снимать. Ваше портфолио продает вас, и оно должно быть адаптировано под местные запросы. То, что вы выкладываете, то к вам и будет приходить.
Если стоимость жизни в Дубае сильно выше московской, то этого не скажешь об оплате услуг. Здесь огромная нехватка профессиональных кадров практически во всем. Но не буду отклоняться от привычной темы, я все-таки говорю про фотографов. Фотографов здесь до хрена, но классных, к сожалению, мало. Но самомнение при этом у всех зашкаливает, и жесткий демпинг со стороны мигрантов, а также многих коллег из Европы, из стран СНГ также демпингует рынок. И вот в этом моменте возникает проблемка. То есть большинство потенциальных заказчиков, к сожалению, не понимают, в чем разница и зачем платить больше, так как нет насмотренности, нет примеров крутых проектов с классной картинкой. Здесь очень любят тему пакетов, нам нужна история, там, фото, видео одновременно, чтобы техники было много, и чтобы еще и команда была большая. И выглядело все это дорого, и главное, чтобы стоило это все 3 копейки, как минимум хотя бы на уровне рыночных цен. Вот, это вся большая ваша команда, то есть с кучей техники, рациями, там, деловым видом создает иллюзию профессионализма с налетом дилетантства. Понятно, не все, но, к сожалению, таких здесь очень много. И вот эта пыль в глаза, то есть не имеющая никакого отношения к финальному качеству работы, она здесь воспринимается прям вот с большим аппетитом. Но вернемся, пожалуй, к поиску клиентов. Меня немножко понесло. Когда вы перестанете думать, что вы на курорте, а в Дубае очень сложно, скажем так, абстрагироваться от ощущения того, что ты где-то на курорте. Вот. Самое время заняться нетворкингом, знакомиться с людьми, рассказывать о себе, предлагать что-то поснимать, бесплатно в том числе. Можно написать различным агентствам, которые можете найти в Инстаграме. Как из моего опыта это малоэффективно, то есть вам, возможно, повезет. Выкладывайте в Инстаграме фото с геолокацией, увеличивайте свою активность хотя бы в 2 раза по сравнению с обычной, по сравнению с той страной, где вы обычно базируетесь. Напишите всем знакомым, и тем более вашим заказчикам, если вдруг они так же, как и вы, оказались в этом городе. В шапке профиля также можно написать место, где вы находитесь. Важно разобрать все свои прошлые крутые работы, пересмотреть портфолио и выкладывать только самые лучшие, самые классные. Возможно, что-то подретушировать, подделать цветокоррекцию и выкладывать это уже с ориентиром на местные запросы. Также важно подтянуть уровень английского языка, так как в другой стране это важный момент и безусловное преимущество. Зародить в себе уверенность с помощью всевозможной активности. Часто бесплатные проекты дают большой прилив вдохновения и мотивации, а также появляются новые классные знакомства. В некоторых странах очень жестко контролируют нелегальную работу фрилансеров, в частности фотографов и видеографов. Часто это подразумевает штрафы и даже депортацию. В таких странах, как Турция, а судя по последним новостям, и на Бали, очень ревностно относятся к приезжим фотографам и всячески стараются их подставить или слить всяким службам по надзору за нелегалами. Были примеры физического применения силы и порчи техники, к сожалению, так что стоит быть поаккуратнее. Относительно Дубая здесь есть несколько путей развития. Легализация своей деятельности в виде получения лицензии на работу и фриланс-визы, устройство в какую-то продакшн-компанию, либо по старинке просто такой турист-фрилансер, но уже с дополнительными трудностями. Туристическая виза не дает разрешения на работу, но ясное дело, когда это кого-то останавливало. Вообще удивительно, что фотограф воспринимает себя как будто он не коммерческой такой деятельностью занимается, такой вольный художник, что ли. То есть то, что ему платят, как бы часто больше, чем руководитель среднего звена, то это как бы ок, да, то есть, наверное, это как будто просто спасибо говорят. Увы, нет, так как все-таки это действительно профессия, это ремесло, это сфера услуг, и как бы нужно воспринимать это со всей серьезностью. Поэтому, будучи в статусе такого фрилансера-туриста, вы можете столкнуться со сложностями доступа на какие-то мероприятия, так как нету ID. Паспорта бывает недостаточно просто. Безналичная оплата будет также проблемой в связи с отсутствием местного счета в банке. И вообще наличие ID в Дубае – это своего рода такой гарант
что вы решили задержаться, а не просто приехали сюда погостить. В заключение скажу, что имея огромный опыт работы с частными клиентами, брендами, журналами, агентствами, все это очень сильно придает уверенности в подобных перемещениях. У меня есть огромное портфолио и постоянно ведутся соцсети, но даже это все не позволило мне ворваться как ураган в другую страну и захватить махом весь рынок. При этом огромное количество и агентств, и моих заказчиков, и знакомых сейчас находятся здесь, и это в любом случае придает какой-то уверенности в потенциальных заказах. В любом случае, здесь я никто, здесь меня никто не знает. А для того, чтобы узнали, нужно подождать хотя бы несколько месяцев. Здесь в целом бытует такое мнение, что Дубай требователен к людям в плане терпения. То есть нужно им запастись и подождать какое-то время, тогда все получится. Нужно проявлять все мастерство коммуникации и самоорганизации. Много знакомиться и общаться с людьми в целом, выходить из дома и ходить на какие-то различные мероприятия. Будет нечестно, если я не скажу, что в какой-то момент у меня активизировались, конечно, связи и постоянные заказчики. Большинство проектов в Дубае я снял, опираясь именно на свои знакомства. Кому-то писал я, кто-то был заинтересован во мне. Все это я говорю для того, чтобы ответить на вопрос, как же искать заказчиков. На него было очень сложно ответить, находясь в Москве и снимая по 20, 30, 40 даже съемок в месяц. Абсолютно не прикладывая усилий для поиска клиентов, они меня находили сами. И, конечно, это заслуга, понятное дело, заработанная годами, то есть от проделанной работы. И я в другом городе, стране, где я мог задать себе честно этот вопрос, то есть, а как искать клиентов? И, на мой взгляд, я нашел на него ответ. Это такой список своего рода. Анализ места, куда вы едете, качественное портфолио, постоянное общение и новые знакомства, ведение соцсетей, выкладывание только лучших работ, создание портфолио с помощью бесплатных проектов, подписка на всевозможные телеграм-каналы, подписка в Инстаграме на организаторов. Можно написать кратко о себе и приложить портфолио в телеграм-каналах. Можно отправить информацию о себе и портфолио потенциальным заказчикам. Важно посмотреть, кто сейчас находится в том же городе, где и вы, и предложить их поснимать. Вступите в местные комьюнити, ходите на их встречи. Найдите других фотографов, видеографов, стилистов, визажистов и предложите вместе сделать какой-то проект, поработать или сделать какую-то творческую съемку. Напишите инфлюенсерам, блогерам, предложите их также бесплатно поснимать. Когда кто-то публикует ваши фотографии, просите указывать вас как фотографа. И, конечно же, наберитесь терпения. На мой взгляд, это такие общие рекомендации, которые исходят из моего личного опыта нахождения в Дубае, поиска клиентов и, на мой взгляд, достаточно успешного продвижения себя здесь. В заключение скажу, что невозможно честно ответить на многие вопросы, не поставив себя на место человека, который задает этот вопрос. У меня появилась возможность попробовать что-то новое в другой стране, и, на мой взгляд, я нашел ответы на вопросы о том, как продвигать себя и как искать клиентов в другой стране. По крайней мере, эти небольшие рекомендации смогут вам дать толчок и уверенность в себе на пути к завоеванию нового рынка. На этом все. Спасибо. Подписывайтесь, ставьте лайки, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Это был Шумов Денис. Пока.